darkness, my old friend. Как вы думаете, кто это Плакса? Это Маш Сиджи. Ну, то есть я. Красотка, правда? И как можно заметить, я всегда рада позитивным комментариям. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Но в какой-то момент я решила все изменить, ведь у меня созрел план. Bunches and bunches, punches is thrown into your frontlets. Oodles and noodles, bang bullets at suckers' noodles. Last album Voodoo, proved that we was fucking brutal. I'm talking crazy, half past the clock is cuckoo. You rappers doodle, baby shit, just basic boo boo. I'm talking Zulu, Mansa Musa, my money buku. My beats is banging, fuck what you rapping, who produced you? I slap the slap, take what you got and run the juice you. USC busy, furry, fraying and freaking sickly. A little prickly, dick on display for winter swimming. Look at these kiddies, Mike, I'm a rat-a-tat for living. I deal in dirty work, do the deed in a dash. Ditch 'em, I'll land a hammer that's stuck in a fist and gun position. We run a brand where the structure's the #1 commitment. It's all a joke between monk contractions and coffin fittings. So we disappear in the smoke like we're fucking magicians. No hocus pocus, you simple suckers. Офигеть. Top of the morning, my fist to your face is fucking Folgers. We might be giants, standing on little dandy shoulders. You parked the pussy, proverbial pansy pantyhose. Привет! Как часто, выходя из зала, вы задавались вопросами, ответы на которые не смогли найти в фильме? Любители комиксов, а в частности киновселенной DC, постоянно находятся в таком состоянии. Ведь киноленты, выпущенные студией Warner Bros., очень часто урезаются по хронометражу, и бедным фанатам ничего не остается, кроме как строить свои теории и догадки по поводу событий, происходящих на экране. После выхода фильма «Отряд самоубийц» большинство вопросов было связано с историей Харли Квинн и Джокера, ведь множество сцен с их участием удалили из прокатной версии фильма, чем и спровоцировали интерес фанатов. Сегодня я расскажу об одной очень интересной теории, которой я занималась очень долгое время. Связана непосредственно с королем и королевой Готэма. Кстати говоря, во время разбора данной теории я постараюсь восстановить полную хронологию их взаимоотношений. Итак, мои вопросы к фильму «Отряд самоубийц» начались практически в самом начале киноленты. Внимательные зрители успели заметить одну очень интересную надпись в профайле Харлин Квинзель – соучастница убийства Робина. Конечно же, я не сомневаюсь в способностях Харли и охотно верю, что ей ничего не стоит убить сайдкика Бэтмена. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Мои вопросы начались после того, как я посмотрела интервью Зака Снайдера, режиссера и куратора киновселенной DC. После премьеры фильма «Бэтмен против Супермена» он немного рассказал о прошлом Темного рыцаря, а также пролил свет на смерть Робина. По его мнению, Робин, который многие фанаты считают Джейсона Тодда, погиб от рук молодого Джокера еще за 10 лет до событий фильма «Бэтмен против Супермена». Вот тут-то у меня и начали возникать вопросы, которые в дальнейшем вылились в целое расследование. Итак, каким образом Харли Квинн могла быть причастна к убийству Робина, если на момент данного преступления ей было всего лишь 15 лет? Возможно, вы поинтересуетесь, откуда я взяла данную информацию. Из досье нашей героини, которое показала Аманда Воллер. В данном файле четко видно, что Харли родилась в городе Готэм 20 июля 1990 года. Теперь для того, чтобы упростить восприятие информации, давайте нарисуем небольшой таймлайн и отметим на нем дату рождения Харли Квинн. Затем нам нужно отложить те самые 10 лет после событий БПС и отметить на нашем таймлайне дату, когда Джокер и Харли Квинн убили Робина. Хотя, стоп! Как же мы можем это сделать, если во всем фильме «Бэтмен против Супермена» ни в одном выпуске новостей или в выпуске газет не было указано ни одной даты? Что ж, рассмотрев буквально каждый кадр этого фильма, я все же нашла нужную нам информацию. Чудо-женщина просматривает файлы о мета-людях, присланные Брюсом Уэйном. В нижнем левом углу ее монитора мы можем разглядеть надпись «12 ноября 2015 года». Что ж, похоже, именно в этот день и начались события с Думсдеем в Метрополисе. Итак, теперь-то мы и можем отложить те самые 10 лет. Получается, что Робин умер в 2005 году. Применяя несложные математические способности, мы с легкостью можем посчитать, что Харли в этот момент было всего лишь 15 лет. Так вот и сам вопрос. Каким образом Харли Квинзель могла быть причастна к убийству Робина в столь юном возрасте? Масло в огонь подлил режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр, немного рассказав о предыстории Джокера. В одном из своих интервью он отметил, что Бэтмен, узнав о смерти Робина, выследил Джокера, избил его до полусмерти и выбил зубы. После чего Бэс
отправил его в психиатрическую лечебницу Архем, где Джокер, уже будучи в заточении, вставил себе металлические зубы. А на лбу набил татуировку Damaged, в переводе «испорченный», тем самым говоря миру, что именно Бэтмен испортил его. Давайте вернемся к отряду самоубийц. Харли, психиатр в Аркхеме, встречает мистера Джея с уже вставленными зубами и той самой татуировкой. Учитывая, что это была их первая встреча, можно предположить, что она и вовсе не участвовала в убийстве Робина. Многие фанаты посчитали это простым киноляпом, коих в современных фильмах вагон и маленькая тележка, но мы же учтем всю полученную информацию и попробуем порассуждать. Разумеется, можно сослаться на несогласованность внутри команды создателей киновселенной, но мы-то не ищем легких путей, так? А что если я предположу, что создатели DCU решили внести некоторые изменения в оригин известной злодейки, а в частности в детали ее знакомства с принцем преступного мира Готэма? И на самом деле та самая сцена в лечебнице Архем показывала отнюдь не первую их встречу. Ну что ж, пожалуй, пришло время разбора теории. Итак, Харли Квинзель на самом деле никогда не была пай-девочкой. И с самого детства ее очень привлекали всякого рода психически нестабильные личности. Она просто мечтала стать частью преступного мира. И, конечно же, главной ее целью было привлечь внимание Джокера, молодого мафиози, о котором говорили буквально все в Готэме. И после долгих раздумий она придумала план, который просто обязан был сработать и создать ей блестящую репутацию. Зная о давней вражде Бэтмена и Джокера, она решает сделать последнему подарок. И каким-то образом приводит к нему Робина, Джейсона Тодда. Вполне возможно, что малышка Харли придумала какую-нибудь душещипательную историю, чтобы завлечь ничего не подозревающего помощника Бэтмена прямо в ловушку. Но, к удивлению Харли, Джокер не только не стал восхищаться проделанной ей работой, но и выкинул ее подальше из своего логова. И если подобное развитие событий кажется вам излишне надуманным, то уместно будет вспомнить шедевральный мультфильм о Бэтмене «Batman The Animated Series». В эпизоде под названием «Безумная любовь» Харли дарит своему любимому пудингу не просто Робина, а самого Темного Рыцаря и фактически подает его Джокеру на блюдечке. Но Джокер не оценил этого милого поступка и просто вышвырнул ее в окно, так как был до глубины души оскорблен тем, что не смог этого сделать самостоятельно. Ну а во вселенной DCU расстроенная и отчаявшаяся Харли просто не представляла, что ей еще можно сделать, чтобы завоевать внимание своего идола. Тут-то и начинается самое интересное. Джокер все же убивает Робина для того, чтобы отомстить своему давнему врагу Бэтмену. И не удивляйтесь такому решению Джокера, ведь в том же эпизоде, где Харли перехитрила Бэтмена, была похожая история. Вышвырнув Харли в окно, Джокер немного успокоился и все же решил прикончить Бэтса, но, как обычно, его затея не увенчалась успехом. Итак, Бэтмен узнает о смерти Робина, и никого до того момента не обижающий Темный Рыцарь Готэма выбивает зубы Джокеру и сдает его в психиатрическую лечебницу Архем. Что же касается Харли, то она решает получить образование психолога. Однако, в отличие от оригинальной истории, она делает это не для того, чтобы написать серию книг о психопатах и разбогатеть, а для того, чтобы вытащить из заточения своего ничего не подозревающего любимого. Ведь по прошествии времени она начала понимать, что никто кроме нее не сможет помочь Джокеру, а глупым людишкам почему-то лучше, когда он находится под присмотром врачей. Итак, предположим, что Харли закончила свое среднее образование в 2008 году, в возрасте 18 лет. Далее ее обучение будет состоять из 4 лет бакалавриата, 2 года магистратуры, а затем она должна будет продолжить свое обучение для того, чтобы получить степень доктора наук. Итак, согласно моим подсчетам, Харли выходит на свою первую работу в психиатрическую лечебницу Архем в качестве интерна в 2014 году и выбирает Джокера себе в пациенты. Но вот вопрос, почему Джокер не узнал в своем психиатре девочку, которая сделала ему воистину королевский подарок? Все просто, Джокер стал совершенно другим человеком. Дело в том, что Бэтмену было недостаточно просто убить его, он хотел, чтобы Джокер страдал за совершенные им преступления. И каково же было удивление Харли Квинзель, когда она увидела своего героя спустя многие годы. Он уже совершенно не был похож на того слегка слащавого мафиози, которым она его помнила. А его татуировка «Испорчен» говорила совсем не о его покалеченном лице или выбитых зубах. Она говорила о его внутреннем состоянии. Бэтмен, сам того не ведая, создал себе своего самого главного врага, прошедшего через невероятное количество страшных лечебных процедур, навсегда испортивших его психику. Из обычного преступника и вора он стал самым непредсказуемым психопатом, которого Брюс встречал на своем пути.
Поэтому Джокер и не узнает Харли. После стольких лет лечения и долгих часов терапии он просто не смог узнать малышку, что завлекла Робина в его логово. Но и Харли повзрослела. Поняв, что мистер Джей ее не узнает, она решает действовать по-другому и не сразу вытаскивать его из психушки. Сначала доктор Квинзель проводит с ним долгие часы терапии и незаметно привязывает Джокера к себе. Ну а Джокер, в свою очередь, решив, что его психиатр достаточно влюбилась в него, просит устроить небольшую вечеринку с пулеметами. Более того, похоже, что план Харли по завоеванию сердца Пузинга сработал, ведь после небольших пыток он забирает ее с собой и делает королевой Готэма. Но эта сказка продлилась недолго. В октябре 2014 года Бэтмен ловит Харли и сдает ее в полицию. Данную информацию достаточно просто подтвердить, ведь в профайле нашей героини, показанном в отряде самоубийц, показали фотографию с ее задержания. И данное фото явно сделано в тот день, когда Бэтмен преследовал Джокера и Харли на Бэтмобиле. Джокер не справляется с управлением, и его машина падает в воду. Но мокрая как мышь Харли оказывается в полиции. После чего начинается 1,5 года ее заключения до момента событий фильма «Отряд самоубийц». Хотите узнать, откуда я взяла данную информацию? События данного фильма происходят точно после событий БПС. Ведь по словам Аманды Уоллер, Супермен мертв. Более того, внимательно просмотрев профайл участников отряда, я заметила одну и ту же повторяющуюся дату – 15 июня 2016 года. Смею предположить, что это как раз таки и есть день, когда Аманда Уоллер рассказывала о своей задумке собрать команду мета-людей. Что ж, кажется, с хронологией мы разобрались. Так что пора переходить к одной очень интересной составляющей моей теории. Есть один немаловажный факт, который многие фанаты не воспринимают всерьез, расценивая его за пасхалку на комикс Mad Love от Пола Дини и Брюса Тима, создателей Харли Квинн. Сейчас я говорю о сцене, в которой Джокер, находясь в очередном истеричном припадке, выкладывает свои вещи в идеальный круг. Из череды отсортированного холодного оружия, гаджетов и цветов явно выбиваются ползунки для младенцев. А что если это не пасхалка, а прямой намек на то, что в данной вселенной Харли Квинн и Джокер готовились стать родителями? Ведь если вернуться к нашему таймлайну, то с момента побега из Архама до инцидента с Бэтменом прошло примерно полгода. И этого времени вполне было достаточно, чтобы Джокер начал восстанавливать свою преступную империю, а доктор Квинзель успела забеременеть и начать готовиться к рождению своих милых близняшек. Но в эти радужные планы, как мы уже знаем, вновь вмешался Бэтмен, и в результате аварии и сильного удара о воду Харли вполне могла потерять детей. Если призадуматься, то все выглядит пугающе логично, особенно вспоминая монолог Харли в баре. После рассказа Эль Диабло о том, как он убил всю свою семью, Харли абсолютно хладнокровно говорит, что былого не вернуть, и нужно смириться с этим, ведь у таких людей, как они, никогда не будет счастливой семьи и детей. Какое же событие могло повлиять на эти ее слова? Да по факту все события, которые связаны с Джокером, о чем и говорит ее видение у чаровницы. В нем она видит своих детей, двух близняшек, а также милого Джокера, которым он был еще до событий Архама, обычного мафиози без татуировки на лбу и металлических зубов. Если задуматься, то мечты, которые нашим героям показала чаровница, не просто их тайные желания, а скорее их упущенные возможности. Подумайте сами, у Дэдшота был реальный шанс убить Бэтмена и продолжить жить счастливо с его дочкой. Если бы Рик Флэг вовремя позвонил Аманде Уоллер, то он и дальше счастливо жил бы с Джун Мун. А Эль Диабло мог бы быть со своей семьей, если бы он умел контролировать свои силы и эмоции. И именно Чато Сантана прямым текстом говорит: «Прошлое не изменить, и ты не сможешь», намекая на то, что все эти видения не просто глупые мечты героев, а скорее их альтернативное будущее или настоящее, которое они уже никогда не увидят из-за своих поступков. Итак, давайте подводить итоги теории. В 15 лет Харли Квинн, пытаясь завоевать внимание главы преступного мира Готэма, ловит Робина и приводит его к Джокеру. Но мистер Джей, оскорбленный до глубины души, прогоняет малолетнюю самозванку и сам убивает сайдкика Бэтмена. Темный рыцарь же, узнав о трагедии, не может сдержать себя, калечит Джокера, упекает его в психушку и тем самым создает себе самого главного врага. Харлин Квинзель решает во что бы то ни стало вытащить своего любимого на волю. Она заканчивает университет, выходит на работу в Архам и привязывает ничего не помнящего Джокера к себе. На воле эта сладкая парочка живет по своим правилам. Джокер восстанавливает свою преступную империю, а Харли готовится стать матерью его детей. Но Бэтмен в один миг разрушает их идиллию. Во время автокатастрофы Харли теряет детей и попадает в тюрьму. А Джокер, пытаясь скрыться от темного рыцаря, уходит в подполье. Верить или нет данной фанатской теории, решать только вам, дорогие зрители. В комментариях обязательно делитесь своим мнением. Ставьте лайки, подписывайтесь и, конечно же, рассказывайте друзьям о канале. С вами была Маша Сиджи. Всем пока-пока и большие обнимашки. Так, ну вроде все.
Всем еще раз привет, спасибо большое, что досмотрели данный ролик до этого момента, то есть до конца. Мне очень приятно. Кстати, если вам понравилось, обязательно делитесь этой теорией с друзьями. А для того, чтобы вам было еще интереснее смотреть и, может быть, даже пересматривать эту теорию, я спрятала 3 небольшие пасхалки, а именно 3 маленьких Мейбл и 1 небольшой шифр. Первые люди, кто, собственно, найдут этот шифр и 3 маленьких Мейбл и оставят, конечно же, свои находки в комментариях внизу, будут упомянуты в моей следующей теории. И для того, чтобы эта теория вышла поскорее, обязательно ставьте лайки. И спасибо вам большое, мне правда будет очень приятно. Все, всем пока-пока и огромные обнимашки.